Ведьма рождается в этот мир для того, чтобы исполнить волю тех сил, которые ее сюда отправляют. Силы ее воспитывают, закаляют, воспитывают в ней волю, характер, жесткость, ведут ее по жизни, учат подсознательно, отправляют учителей, отправляют наставников. И в конце концов она становится зрелым, сильным, опытным мастером. Но она всегда должна помнить, кому она обязана. Всем тем, что ей дали. Она обязана силам, она обязана богам, она обязана темным силам, она обязана, условно скажем, светлым силам. Она обязана демоническим силам, она обязана божественным силам. И она всегда должна это помнить. И всегда должна обращаться к силам для укрепления себя, для подчинения себе людей, для того, чтобы ее сила, ее слово стало путеводителем для многих, чтобы ее слышали. Слушает ее, потому что она интересна и умна, да. Но еще она должна уметь управлять людьми. И не нужно быть слишком высокомерной и уверенной в себе, думая, что люди тебя слушаются, идут за тобой, потому что ты такая неповторимая, ты такая сильная, разумная. Много было неповторимых, разумных, сильных людей на земле. Они сверкали до поры до времени, а потом ушли в никуда. Для того, чтобы твоя сила держалась много лет, а уж лучше до самых последних твоих дней на этой земле, ты должна всегда укрепить эту силу, обращаясь к силам мироздания, к силам судьбы. Все время помнить, что тебе нужно обуздать своих недоброжелателей, что тебе нужно начитывать для того, чтобы их слова против тебя не возымели никакой удачи, никакого отголоска в умах людей. Так и происходит. Почему ведьму невозможно одолеть ни властимущим людям, ни простым, ни сильным мира сего? Потому что у нее есть свое противоядие. У нее есть та сила, которая ее оберегает. У нее есть сила слова, у нее есть сила заговора, у нее есть стражники. И самое главное, она знает, что всегда может обратиться к силам мироздания, и они услышат и помогут. Так вот, этот заговор будет работать и действовать только у тех ведьм, у которых уже не один десяток лет наработаны с людьми, проведенного времени, работы, заслуг перед силами мироздания. Обычному человеку это трогать не стоит. Людям, которые играют в ведовство, тоже не стоит трогать. У них это работать не будет. Но человек, которому дана сила, человек, которого выбрали духи мироздания, этот человек может читать этот заговор, и вокруг этого человека всегда будет подчинение. Хочу вам объяснить и сказать, те недалекие существа, которые говорят о мороке, о том, что вот люди оморочены, идут за ней. Если я могу оморочить сотни тысяч людей, значит, я очень сильная. Но хочу вам сказать, что это возможно, но только при том условии, если мне нужно добиться временного эффекта, а я временного эффекта добиваться не хочу. Мне всегда нравится естество, естественность настоящая. Однако, еще раз говорю, не стоит быть слишком самоуверенным и думать, что можно обойтись без сильных заговоров, которые тебя просто страхуют от
возможных нападков, от возможных опасностей. Если все время начитывать от властей, если все время начитывать на подчинение вокруг себя, если все время начитывать от сплетен и грязи, запомните, ваше колдовство будет удачливым, вам никто не сможет навредить до конца вашей жизни, никто не сможет навредить вашим детям и внукам, потому что защита наша по крови идет и на наших близких людей. Именно поэтому не стоит игнорировать подобные сигналы, не стоит игнорировать дополнительную помощь, которая никогда не лишняя. Подчинить себе людей. Читайте это периодически перед открытым окном или выйдя на улицу, или во дворе, или в лесу, или в поле. Но, по крайней мере, этот заговор обязательно нужно читать, отдавая эти слова пространству. Эти слова должны быть услышаны миром, мирозданием. Дома это проводить нельзя. За основу этого заговора древние поверья о том, что ведьма может повелевать душами усопших, и благодаря этим душам людей, которые ушли по разным причинам с этого мира, она может вызвать и через них может контролировать и повелевать толпами, большим количеством людей. Повторюсь еще раз. Какая бы вы ни были умная, разумная, знающая, сильная, всегда помните, вам нужно постоянно показывать свою покорность силам, а покорность показывается тем, что мы обращаемся к ним. Мы не должны высокомерно, самоуверенно надеяться только на себя. Мы сильны только до того момента, пока мы выполняем функции, возложенные на нас. Если мы перестанем это делать, если мы перестанем к ним обращаться, если мы решим, что это мы такие, знаете, вот неповторимые и единственные на земле, и слушают и подчиняются нам, потому что мы такие, а не потому что силы ведут нас по жизни, то они нас могут наказать. Это я к тому, что люди, которые добиваются результатов благодаря моим работам, в один момент забывают, кому обязаны, начинают думать, что это их заслуга. И как только они обнуляют заслугу силы начинают эту удачу забирать обратно. В отличие от обычных людей, ведьма всегда помнит, кому она обязана и что может быть, если она забудет об этом. Итак, слова следующие. Пойду я на дьяволов перекресток, поклонюсь югу, западу, востоку и северу. Я разбужу умерших. Встаньте, умершие, разбудите убитых. Встаньте, убитые, разбудите усопших. Встаньте, усопшие, разбудите павших. Встаньте, павшие, разбудите падших. Встаньте, падшие, разбудите безымянных. Встаньте все. Пришла к вам ведьма, ваша сестра и соратница. Внемлите моим словам и исполните сказанное. Как перед царями князья кланяются, так и передо мной пусть кланится народ. Как перед князьями крестьяне робеют, так передо мной робеет род людской. Как императору верные военачальники служат верой и правдой, так бы и род людской служил мне, слушался меня и кланялся мне во всякий час и во всякое время. Поклонитесь мне, покоритесь мне. От мала до велика, старые и молодые, князья и попы, бабы и мужики. Все послушники, я один повелитель. Ключ, замок, до 40 печатей. Заклято.